Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть под названием Зои. Сегодня у нас будет прекрасный Генри, да? Вот такой вот зверь, вот такой вот мощный. Ну, не знаю, как это, нетопырь, да? Скини метал. Летучая мышь, короче. Генри. Отправился в командные бои, взял ему бицепс. Думаю, будет красиво с бицепсом. Правда, от хила, конечно, дополнительного нету. Придется надеяться на наш первобытный инстинкт, на наш активный навык, который хилит почти фулл хп. Ну ладно, там больше половины, да, будем честны. О, я попал сюда в замес. И у нас не так много нормальных игроков, на самом деле. Мне сейчас нужно пойти и срочно убить кого-то. Прям очень срочно. К примеру, этого Никса. Также надо бота сейчас убить. В идеале очень быстро, пока моя команда там дерется. Почему бота? Потому что мне нужен... Ну, я все равно успевал, поэтому без разницы. И все. Я налутал себе 6 бицепсов. 6 из 7. Гляньте на это. Это идеальнейшая вообще возможность, которую я только мог сделать. Налутать столько бицепсов. И еще и победить сквад. И еще и залутать легендарный дробовик. Это просто 10 из 10. Осталось только дождаться, когда моя команда... Главное, чтобы моя команда бегала вместе, да? И все будет красиво. Кстати, посмотрите, какой огромный просто. Это дробовик такой. Таким дробовичком можно просто так с вертушечки бахнуть и все. Даже бить не надо. Ну, стрелять не надо. Чисто махнул, и все, и противника нету. Жалко такой возможности в игре нету. Бочки я, правда, зря ломаю для Генри. Это будет, ну, не очень профитным. Можно, в принципе, их использовать для отхила, но, как видите, здесь где-то сквад еще бронит. Ребятам намекаю, что нужно двигаться командно, и все будет у нас хорошо. Пока что, блин, противников не можем встретить. Я так хочется подраться, я что, зря лутался? Хочу нагибать. Хочу нагибать, но не могу. Некого нагибать. Ну почему так жизнь жестока? Когда ты стал очень жестким, а нагнуть не можешь никого, потому что никого нету. Эх, рандом. Что ж ты такое со мной делаешь? Ну ладно. Я, кстати, думал вообще про Генри 15 уровня. Он же так-то достаточно сильный пока что. Ну и 15 уровень даст ему хпшки, хотя атрибуты мне уже на Генри не нужны. Прикол в том, что это так и есть, но есть проблемы. Вы знаете, там есть бесполезные прокачки, которые... Эти бесполезные прокачки, они не дают вам возможности нормально прокачаться. Не знаю, почему здесь так много этих. А вот и... Давайте льва сейчас убьем. Сразу же. Отлично. Лев, кстати, пошел мне в копилочку. Ну, в плане того, что в... Жесть, какой живучий Брюс. 14 Генри, 2 раза уровень. Кусь. Просто, ну подлетаешь, дробовичком бахаешь и все. И Габелла. Жесть, кстати, как каким-то чудесным образом уворачивается, на самом деле. Не знаю, каким. Но ей не уйти от меня, по крайней мере, сейчас. Она пыталась аптечку залутать, но у нас тут было 5. Вот она, мощь! А, какой же кайф. Ну, это низкий рейтинг у меня сейчас. Я даже 1100 Генри на прошлой неделе, точнее, 1200 на прошлой неделе не брал. Поэтому сейчас основная цель — это как можно быстрее взять более высокий рейтинг и отправиться уже 1200 рейтинга лутать. Но, опять же, мы это увидим чуть попозже. Ну, по ясным причинам, потому что не получится взять, наверное, за одно видео 1200 рейтинга. Было бы прикольно, конечно. Но ограничения на взятие рейтинга, они есть в игре, и это прискорбно. Так, ну что, в этот раз мне легендарного бота завезут. Хочу легендарного бота. Опять. Но хочу легендарный лук. Легендарный лук такая классная штучка, что просто капец. Так. Ну вот как он успел? Как он успел залутать? Как? Я его куснул и надамажил. Максимальный урон. Как мог баг раньше меня убить? Я не понимаю. Он же даже удар не сделал. Видали, о чем может Генри? Вот это имба. Правда, меня сейчас, скорее всего, баг убьет, и остальные убьют. Потому что меня моя команда не поддерживает. Ну да.
Ну, тут ничего не поделать, ребятки. Просто челики в команде такие... Ну, тут бы мы, кстати, наверное, не выжили. Хотя, вот ситуация была такая, что... Ну, моя команда неадекватна, ладно, переживем. Ситуация была такая, что мы зажимали сквад с одной стороны, сзади к ним еще один сквад шел. То есть, по идее, мы были в выгодной ситуации, вообще в идеальной, да? Потому что мы разваливали один сквад, их спину развалил другой сквад, и все было красиво, и потом бы мы просто... Два оставшихся склада между собой подрались, кто бы победил. Но моя команда просто состоит из хлебушков, поэтому, к сожалению, вот такие дела. Они просто такие взяли и убежали. Ну, это логично. Когда видишь склад, нужно убегать. Даже если за тебя играет 14 Генри. Ну, что поделать, такие вот дела. Кстати, мне еще показалось, что у меня как-то странно первобытный инстинкт работал. Точнее, не работал. Можно так назвать. Что вообще происходит? Ну, опять команда гениев, да? Не, первый инстинкт нормально работает. Кстати, очень даже нормально, я бы сказал. Попробую долететь сейчас. Отлично, достал. И сейчас нужно убить еще этого персонажа, прекрасно. Все, вроде бы я очень много киллов получил. У нас еще орел тут хороший. У нас еще боты здесь пришли. Вообще все прекрасно, я сейчас залутаю бицепсы себе дофига. 4 килла уже есть, 5. Там еще вроде у меня киллы будут, да? Или уже все полутали? 5 киллов только, серьезно? Блин, я думал больше будет. Орел, кстати, много забрал, обидно. Плюс Никс там еще. У нас, кстати, Донал жил, самое интересное то, что, да? Кстати, Генриш вроде умеет летать через окна. Да, умеет. Если не ошибаюсь, в начале этого, когда Генри ввели, у него еще не было такой возможности. Отлично. Просто вот приятно, когда... Погнали, орел. А, не хочет. Не хочет. Не знаю, я сейчас успею отхилиться. Давайте используем. О, работает до сих пор этот баг. Дон у нас там, кстати, умерла. Орел пытался забайтить Никса. Не получается немножко. Блин, наверное, на Дону просто забить. Я, кстати, Никсу снес одну из аптечек. Он меня сейчас не видит, и мне получится его словить. Ну, видали, просто насквозь пролетел снаряд. Скажи, капец, жесть. Капец, какая жесть. У них, кстати, дамажу. Как интересно. Пока что, в принципе, норм. Я бы сказал, даже пофиг. А вот... А что? А почему меня... А почему орел не ресается? Никс богоюзер, что ли? Вы видели? Орел не ресался. Какой же он везучий, вы видели? Вы просто... Ну, конечно, кому же... Как не тебе, Никс. Ладно, давайте отфилимся от бочки. Орел не резался. Как интересно, да? А почему этот Никс это делает? Почему он так себя ведет? А в чем прикол, я не понимаю. Надо сейчас по одному их, короче, убивать. У меня сейчас, правда, проблемы небольшие. Но они друг друга резать, я не могу ничего сделать. Даже с тем, что я их... Ну не, ну целый сквад задушить я не смогу. 10-11 уровни там были. Ну что это за бред? Вот что это за бред был, когда я не смог резнуть 16-го орла? Вот как это? Как это? Блин. Ну вот, понимаете, заходишь в игру, думаешь, сейчас понагибаешь, да? Вроде первый бой такой вообще классный был, там, изи нагиб. Второй бой, просто команда тебя бросает. Третий бой, баги. И как бы все. И как бы прекрасно. У нас есть Яра, у нас есть баг, 10 уровня, в принципе, сыграемся, наверное. Погнали. Ну, там Никс нашел копьецо получше. Сейчас мы его залутаем. Ай, главное, чтобы сейчас было нормально. Главное, чтобы сейчас команда играла вместе и все.
Опять мне килл не дадут. Да как они успевают это делать? Ну, я же просто налетел на него и сразу лук кинул. Ну, я быстрее не могу дамажить. Ну, чё они лук не берут? Ну и ладно. Все, красавцы. Так, ну у нас, в принципе, все хорошо пока что. Там ребята бегут, у нас 2 золотых артефакта. Нормально, чё вы? Никс у нас, правда, не наделился. Не знаю пока что делать. Ладно, бочку пока трогать не будем. Тройная граната, кстати, не тащит, да, заметили? Я не знаю, что с Джей будем делать. А что, у меня хп уже нету? О, там Яра похилит, отлично. А у меня же было 2 аптечки, если что, да? То есть мне Джей только что подбежала, даже не дотронулась и уже снесла 2 аптечки. Да. Такие дела, ребят. Ну там Джей тоже с бицепсом. Давайте, кстати, ее глянем. Ради интереса. Там еще и баг 16. Не, ну что-то, знаете, как-то по балансу не очень. Да? Джей 16, баг 16, 12 Лизи у них в команде. Ореол 11, 8. А можно баланс, игра? Нет, у Джей, кстати, не было бицепса. Видите, у нее такая сборка. Тройные гранатки, зубы вампира. Без укола Тридолина. Ну, наверное, за счет того, что 16 уровень, за счет того, что против десятых играет, можете такое позволить. Ну и сандали святого, плюс это, чтобы максимальное передвижение иметь в игре. И вот такого вот можно было бы и делать. Но, к сожалению, видимо, сегодня не день Генри. Не удается ему затащить. Но давайте еще раз попробуем. Может быть, последняя катка будет везучая. Ага, везучая. Знаю я свое везение, особенно на Генри. И, в принципе, оно есть, как бы, да. Но когда против тебя 2 16 уровня, за тебя команда 7-х, что ты можешь сделать? Правильно? Ничего. Еще и, как назло, не отдают тебе... Орел, ну ты же мог... Фух, успел. Кстати, странно отображается, да? Я не успею на бота убить, да? Уже убили. Я, кстати, ж на Генри могу перелететь, да? Опа, успел за последние секунды. Красиво. Ну, это хорошо, кстати, что мы все успеваем. Фух, тяжеловато будет, конечно, играть. С 8 и 7. Но если эти ребята более-менее адекватные, против нас не будет 17-х, 16-х, толпы 15-х, то, в принципе, шанс есть. А как он это сделал? Да как вы это делаете? Просто какая халява? Че, мне просто взял и закинул 2... Ой, я просто не могу. Какая же халява? Какая же халява? Краб меня тоже притянул, этот дерзкий, а? Что ты убегаешь? Дерись давай. Слоняра, ты тоже дерись. Давай, иди сюда. Краб, бля, какой дерзкий, а? Что ты текаешь? Что ты текаешь? Дерись. Бегун, блин. Бегающий гений. Шо? Не набегался? Бывает, бывает. Ох, эти гении, которые бегают. Любитель побегать на слоне, да? Что, не затащил твой бег? Осуждаю. Хилимся. Фух, ладно. Красавцы. Все у нас хорошо пока что получается. Там вроде хамелеон где-то бегает. А, это краб. Ну ладно, краб. Краб, значит краб. А вот хамелеон, кстати. Не зря услышал, да? О, какая стенка божественная, да. Как же я без нее жил там? Тогда без нее-то я уже не выживу, наверное. Опа, бобер, привет. Ну, чем сказать, все красиво. 7 этих набил стаков, да, в принципе, можно уже теперь расслабиться, просто пойти поубивать. О, тут еще сквот, тут еще можно повеселиться. Вперед веселиться! Ага, походу я всех убил. Ну ладно. Ну ладно. Немножко я повеселился все-таки. Ну блин, когда 7 стаков, конечно, кайф. Попробую сейчас с этой стороны зайти. Бля, тут Никс наперед думает. Гений, шахматист, наверное. В зону убежал. Гений. Ну да, полезно же, когда он последний остался убегать в зону. Ну что, мы с Никсом, в принципе, красиво затащили, но Орел тоже молодец. Бобер с хамелеоном как-то себя не очень показали. Ну, как я и говорил, повезло. Последний бой. Все-таки не бывает черной полосы в этой игре почти. Да, вспоминаем Крабика.
У него черная полоса уже на неделе 2-3. Бедный кораблик. Ну что поделать, такой он есть. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, что думаете по поводу Генри. Мне кажется, он хорош. Как был, так и остался. Возможно, все-таки его стоит покачать на 15 уровень, но проблема в том, что в этом нет смысла. Да, вот так вот интересно это звучит, но это так и есть. Почему? Объясняю. Вот 15 400 Генри, да? Прокачка на 15 что мне даст? Ну, чтобы вам показать, хочется просто. Прокачка на 15 уровень что мне даст? Даст мне... Хотя нет, усиление урона двойной даст. С дробовика с копьем. Не-не-не, она того стоит. Плюс бесплатный предметик один. Нет, она все-таки того стоит. Но в приколе в чем? У меня просто сейчас по атрибутам такая штука, что мне не нужны атрибуты практически. То есть у меня остались последние атрибуты на каждом вот. Видите, по одной ячейке. По одной. И поэтому я не вижу смысла это делать, но, в принципе, это можно будет сделать в будущем. Посмотрим. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.